Всем доброй ночи еще раз. Дорогие друзья, этот обряд очень сильный, поэтому проводят только практики. Те, которые можно делать обычному человеку, я щедро делюсь. Если вы заметили, я отдаю абсолютно даром. Вы спросите, почему я практикам отдаю даром. Насколько я узнала, что мои ритуалы даже продают друг другу. Очень такие шустрые люди, но они не знают, что это выходит боком. Так, но это не важно. Сейчас объясню, почему я отдаю свои ритуалы практикам. По одной простой причине, что если у них есть сила, но не хватает знаний, чтобы вам помочь, то мои знания помогут им для того, чтобы они могли лучше провести, более плодотворно и более сильно. Мне не жалко, поскольку моя аудитория всегда есть и была. Понимаете, я тот человек, который выше всяких низменных амбиций. Я понимаю, что человек на Украине и человек, скажем, в Беларуси или человек в США, ему лучше идти к человеку, знающими, который ближе живет, чем ко мне, хотя у всех разная сила. Видите, как красиво? Это стелящийся дым называется. Вот, это дым, чтобы вы поняли. Вот. Сейчас он опять соберется. И, естественно, те, у которых я вижу эту силу и рекомендую им провести, не всем я это разрешаю и позволяю. Но в любом случае, прежде чем объяснить вам, что это за ритуал, объясняю, то есть предупреждаю еще раз простых людей, что вот это вот точно вам нельзя трогать вообще. Итак, черное зеркало или хотя бы зеркало ритуальное, которое вы используете часто в ритуалах. Значит, ободочка должна быть либо железная, либо деревянная, не пластмассовая. Пластмасса не подходит. Это черное зеркало, пожалуйста. Это зеркало. Сейчас вот с этой стороны покажу. Нет, оно вы не увидите. Одну секунду. Да, это зеркало по заказу. Видите, сова. Это натуральные камни. Оттого она и дорого стоит, что там все натуральное. Одну секунду. Это черное зеркало. Убедитесь сами. Черные зеркала, они очень опасны. С ними надо уметь работать. Иначе оттуда может выйти всякая сущность, и тогда вам не сдобровать. Бафомета поставила как вспомогательное, и кроме того, это для обкуривания благовоний. Подставка. Свеча обычная, восковая, не церковная. Водка, черная соль, рубашка ребенка. Бывает, что ребенок родился уже порченный в утробе матери. И этот ребенок постоянно переносит всякие операции, всякие лечения, они все идут не впрок. И когда очищаешь уже всех и понимаешь, что чего-то не хватает, нужно еще что-то сделать для того, чтобы избавить ребенка от постоянного мучения и нужды лечиться, поскольку даже врачи иногда не понимают, от чего они лечат, имею в виду в таких случаях, потому что наведено. Они одно лечат, другое открывается, другое лечат, третье открывается. И вот этот ритуал поможет вам остановить страдания ребенка. Это в основном проводится на детей, вот этот ритуал. Желательно до 6-7 лет, вот минимум 7 лет, да, и все. Дольше уже идут взрослые ритуалы, это уже не для ребенка, не для детей. Если это маленький ребенок, лучше взять рубашку ребенка. Самого ребенка лучше не видеть. Делается это следующим образом. Объясняю, как я работала и работаю сейчас, вот в данный момент, вот в этом ритуале с матерью ребенка, да. Вначале, естественно, мы с ней виделись и разговаривали, знаем друг друга, но когда ты должна провести такой ритуал,
ты не должна видеть этого человека. Она должна купить, принести все, что нужно для ритуала. Должна принести черную соль. Они продаются. Если нет, можете свою взять. Водка должна быть своя обязательно. Вы должны взять что-то для духов. Ну, какой-то предмет культа, может быть, какую-то статуэтку, может быть. Попросить ее купить свечи какого-то цвета. В общем, какой-то предмет для культа, даже не обязательно в вашем ритуале, чтобы использовалось, но чтобы вы пользовались этим. Это уважение к тем силам, к которым вы обращаетесь для этого ребенка. Вы договариваетесь с ней в тот день, не разговаривая. Можете переписаться, если она знает, где вы живете, то есть еще раз напомнить вашу квартиру, дом. Она приносит, все это покупает, молча приносит, ставит возле дверей, вы примерное время обговариваете и уходит. И ничего не говорит, с вами вообще не разговаривает, и вы с ней не говорите 3 дня. Вы выходите, забираете то, что она принесла, и начинаете делать. Вы не должны говорить с этим человеком, вы не должны видеть. Раньше передавали через людей знахарю, сейчас могут передавать. Нельзя из рук в руки брать, нельзя видеть живую энергию, нельзя общаться, нельзя соприкасаться с энергией человека, которому вы должны помочь вот в этом ритуале. И этот ритуал нужно провести именно таким образом. Если вы хотите, чтобы он помог этому ребенку и остановил, в конце концов, остановил все мучения ребенка, все операции, все лечения, чтобы они благополучно уже закончились. Если там есть еще какое-то лечение, чтобы на этом это все тормознулось, остановилось, и чтобы у ребенка началась полноценная жизнь. Вот таким образом вы делаете. Надеюсь, вы запомнили. Итак, в этой рубашке ребенок должен спать ночью, спотеть. То есть он должен быть не стиранный, черная соль, свеча, восковая обычная, черное зеркало, либо зеркало, которым вы пользуетесь постоянно в ритуалах. То есть сильное зеркало, зеркало заряженное, поскольку зеркало это портал. Вы сами понимаете, что я вызывать буду оттуда. Черные свечи, благовония, вот палец еще, чуть не обожгла. Ну ладно, значит, соглашаются, примут мою жертву. Водка, рюмка водки. Рюмка водки там какого типа будет, это не принципиально, но прозрачная желательно. Итак, а теперь начнем. Предупреждаю еще раз, простому человеку это нельзя. Троните эту силу, проведете, будет хуже. Запомнили, я надеюсь. Только практику это можно провести. Лечение непонятных болезней, не выявленных болезней, либо болезней, которые ниоткуда появляются, исчезают. То есть вы понимаете, что причина здесь абсолютно не в здоровье ребенка, не в генетике, а что-то иное, что наведено, что не очищено, не убрано у него, убрано, может, у матери, у отца. И ребенок постоянно болеет, тем более, если в генетике этих людей нету этой болезни. За 7 гор, 7 морей есть лысая гора. Там на горе лысой черный черт сидит, в черной избе. Болезни людские забирает себе, да в черную печь кидает. Да черной солью посыпает. Черный черт чертович сатанович, забери болезни у дитя себе. Кинь в черную печь, в черное пламя, да сгорят они и пеплом станут. Да заберет черт черный с лысой горы твои хвори и неудачи. Кинет в черную печь. Черному черту с черной солью черные хвори передаю. С тебя снимаю, черта угощаю, водку пей, болезнь помяни. Черт, черт с лысой горы, спустись, подарок забери, а сам уберись, заклято. За 7 гор и 7 морей есть лысая гора. Там на горе лысый черный черт сидит. В черной избе болезни людские забирает себе, да в черную печь кидает. Да черной солью посыпает черный черт чертович
Сатанович, забери болезни с дитя себе, кинь в черную печь, в черное пламя, да сгорят они и пеплом станут. Да заберет черт черный с лысой горы твои хвори и неудачи, кинет в черную печь. Черному черту с черной солью черной хвори передаю. С тебя снимаю, черта угощаю, водку пей, болезнь помяни. Черт, черт с лысой горы, спустись, подарок забери, а сам уберись. Заклято. За 7 гор, 7 морей есть лысая гора. Там на горе лысый черный черт сидит, в черной избе, болезни людские забирает себе, да черную печь кидает, да черной солью посыпает. Черный черт чертович, Сатанович, забери болезни с дитя себе, кинь в черную печь, в черное пламя, да сгорят они и пеплом станут. Да заберет черт черный с лысой горы твои хвори и неудачи, кинет в черную печь. Черному черту с черной солью черной хвори передаю. С тебя снимаю, черта угощаю, водку пей, болезнь помяни. Черт, черт с лысой горы спустись, подарок забери, а сам уберись. Заклято. После того, как вы это прочитали, от 3 до 7 раз, берете крест-накрест, привязываете его рубашку, вот так, перевязываете, относите или в этот же день, или следующий день на перекресток, оставляйте с 13 монетами, откупаетесь, как обычно, повернулись, сказали, откупилась, или откупился, если это делает мужчина, да, скажем так, практик. Имейте в виду, ритуал мой, на основе более древних ритуалов Кавказа, я создала свой ритуал. Я это проводила не раз, очень сильно помогает. Такого типа есть несколько разновидностей, но вот это именно для ребенка. Проведите, если среди ваших пациентов есть, я не люблю слово клиенты, пациентов, если среди ваших есть такой ребенок, который никак не вылечится и постоянно у него проблемы, то пусть родители делают, как вы сказали, и вы это снимете, если вы практик, если вы уверены в своей силе. Простому человеку к этому ритуалу не прикасаться. Итак, оставляем свечу догореть. Когда догорит, это все уберете. Водку поставьте на подоконник. На следующий день, если оно еще не улетучилось, оставьте до того момента, пока оно закончится. Вы угощаете духов этим. Вы оставляете. Особенно зимой, если некогда или поздно, или вы одни не можете выйти особо откупаться, после ритуалов можно поставить на подоконник. Это тоже откуп. Итак, конечно, не во всех случаях уточняю, но вот в таких случаях, до того, как вы отнесете на перекресток. Итак, если будут вопросы, задавайте, лучше спросите 100 раз, чем сделайте неправильно, потому что это очень опасные ритуалы, особенно связанные с черным зеркалом. Я с черным зеркалом еще проведу, покажу чуть позже. Удачи вам!